Народ, всем привет! И сегодня я вам хочу рассказать про нашу новую игрушку. Мы купили себе домой робот-пылесос. И сразу скажу, отзыв будет максимально положительным, потому что игрушка просто супер. Если бы я когда-нибудь знал, что отдав один раз 650 белорусских рублей, или это примерно 260 долларов, у меня в квартире постоянно будет чисто, я бы купил его очень давно. Взяли мы себе пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner 1S. Это бюджетная модель, но в ней куча разных функций, в нем есть абсолютно все, что нужно. Этот пылесос укомплектован лидаром, камерой, кучей датчиков, он идеально ориентируется в помещении и очень хорошо убирает. Внутри самого пылесоса находится вот такой вот пылесборник. Обслуживать его очень просто. Две кнопки, конечно же, надписи все на китайском, как всегда на Xiaomi. После того, как он пропылесосил, открываем, выбрасываем отсюда мусор, закрываем, и на этом обслуживание пылесоса в принципе заканчивается. Все очень просто. Пылесос достаточно увесистый, и по ощущениям он реально весит килограмм 7-8. Одной рукой его поднять от пола очень тяжело. Все, что мы видим снизу, это поворотное колесико, два основных колеса, это подпружиненные моторы, при помощи них он передвигается, щетка, которая крутится и подгребает под себя песок и пыль, и 4 датчика положения. При помощи этих датчиков он ориентируется по высоте, чтобы не упасть со ступенек и так далее. Ну и, конечно же, щеточка, которая подгребает с углов и сбоку. На самом пылесосе всего лишь две кнопки. Кнопка пуска, она же паузы, и кнопка возврата на базу. Больше ничего не предусмотрено. Хотя больше ничего не надо. Кнопку нажали, и пылесос поехал домой. Либо убирать. В комплекте с пылесосом идет вот такая вот база, она же зарядная станция. Внутри находятся все датчики, наверное, по которым он и ориентируется, когда едет к ней. Из нее идет провод, он втыкается в розетку, и больше ничего не нужно. То есть мы ставим базу, включаем ее в розетку, ставим рядом робот-пылесос, жмем на нем кнопку «Домой», и он сам едет к этой базе. И когда он заканчивает уборку в квартире, где бы он ни был, он потом все равно возвращается к этой базе. Вещица очень умная. Мусор на базу он не отгружает, как сверхдорогие роботы-пылесосы. Чистить его нужно вручную. А когда он приезжает на базу, мы можем видеть, что светодиод на нем начинает моргать. Это говорит о том, что он заряжается. В комплекте у нас также шел вот такой вот переходничок, потому что модель 1S, она исключительно для китайского рынка и имеет китайскую розетку, точнее вилку. И вот такая вот пластиковая птичка. При помощи этой штуки можно со щетки убирать волосы и этим же гребешком ее чистить. Покупался робот-пылесос вот в таком вот картонном чемоданчике. Мы покупали его в Минске, а на момент покупки он стоил практически столько же, сколько и на Алиэкспрессе. И как всегда, как и на любой другой технике Xiaomi, ни одной надписи ни на русском, ни на английском. Все, конечно же, на китайском. Ну и так, по самому процессу уборки. Вы думаете, вещь тихая? А вот и нет. По шуму он работает, как самый обыкновенный пылесос. Вот послушайте сами. Пороги высотой в сантиметр, а то и в 1,5. Ему не страшны. Он с легкостью их перескакивает и едет дальше. Да и вообще, пылесос пытается залезть в каждую дырку, и причем достаточно агрессивно. Посмотрите, как он пытается залезть на нашу вешалку.
Очень интересно, пылесос ведет себя вот в таких вот очень узких маленьких пространствах, особенно под столом. Он пытается, опять же, как я уже говорю, залезть в каждую дырку, где он может пролезть. И ему очень хорошо помогают датчики. И, как видите, он даже объезжает ножку из стола, из стульев, когда они стоят на полу. Пытается вот так вот вокруг их, прям в упор объехать, вокруг прочистить, собрать абсолютно всю грязь и пыль, которая там валяется вокруг них. В общем, вещь чудная, пытается залезть везде, где только может. И, кстати, всегда находит выход. Не было такого, чтобы он куда-то заехал и не смог оттуда выехать по причине, что он запутался. Обязательно нужно обращать внимание на тюли. Как видите, на кухне тюль у нас находится примерно в 2-3 сантиметрах от пола. И это не мешает работе робота-пылесоса. А вот в детской и в зале тюли у нас длинные, и они лежат на полу. И это, кстати, очень большая помеха для робота-пылесоса. Вот этой вот боковой щеточкой он начинает загребать тюль под себя, потом начинает ее зажевывать. Один раз я даже увидел, как он пытался залезть на тюль, начал наматывать ее на основной мотор. Поэтому эти места добавлены в красную зону. И да, у этого пылесоса есть деление на зоны. Так как он строит пространство, то можно выделять зоны, куда он ехать не должен. В детской у нас достаточно ворсистый и высокий ковер. Но, как видите, робот преодолевает все эти препятствия с лихвой и ползет дальше. Это ему не мешает. Однако есть вот такие вот коварные места, которые по ширине чуть меньше, чем сам робот. По итогу что происходит? Удалось заснять, как робот заезжает в это пространство. Одним колесом он, получается, едет по ковру, вторым колесом он едет по полу. Начинает буксовать, начинает путаться, пытается вылезти, даже поднимается на моторчиках. И по итогу... Передвиньте основное устройство в новое местоположение и перезапустите его. И даже после того, как его переносишь, ставишь рядом и перезапускаешь, он все равно пытается пропылесосить это пространство. Поэтому, если у вас есть такие места, добавляйте их в красную зону, чтобы пылесос туда не лез. Иначе, если он будет работать в автономном режиме, он туда залезет и зависнет там. Как видите, места, где у меня висят тюли, стоят у меня в приложении в красной зоне, и пылесос туда не сунется. Он просто объезжает вдоль красной зоны. А вот демонстрация алгоритма работы данного устройства. Когда он заезжает в помещение, он сначала полностью объезжает его по контуру, по всем углам, по стенам, а в дальнейшем начинает от одной до другой стены ездить туда-сюда и целиком охватывать всю площадь. И после того, как он заканчивает, он всегда возвращается на базу. Кстати, в инструкции написано, что самостоятельно руками его ставить к базе нежелательно. Робот должен сам всегда подъезжать и парковаться так, как ему нужно, чтобы контакты между пылесосом и базой были хорошо подключены. И тогда он будет заряжаться без всяких проблем. Вещица шумноватая, и когда пылесос работает, наш хомяк иногда превращается в страуса, пытается закопаться, а то очень шумно. После того, как пылесос пропылесосил, его желательно сразу почистить. И тут я хочу сказать, первый день, когда мы его купили и пропылесосили в квартире, этот лоток был набит битком, хотя у нас в квартире всегда относительно чисто. Даже сейчас вы можете видеть,
что забита половина лотка. Хотя пылесосил я даже уже этим роботом-пылесосом всего лишь позавчера. Мы пылесосим через день. Однако, как видите, пылище целый клубок. Песка и еще всякой ерунды. Поэтому пылесос убирает добротно. Ну и после того, как мы почистили этот пылесборник, ставим его на место. Пылесборник установлен. Пылесос говорит, что все в порядке, и ждет следующей уборки. Кстати, как видите, он русифицирован. Русифицировать его достаточно просто. Это все есть в интернете. В целом, по обслужке пылесоса больших проблем нет. Как я уже показал, надо чистить пылесборник. Периодически нужно чистить нижние датчики, потому что они забиваются пылью в процессе. Чистить щеточку, если на нее что-то намоталось. И чистить основную щетку. Легким движением руки отщелкивается крышка, достается щетка. Птичкой, которую я вам показывал, если надо, чистим эту щетку, если у вас в квартире живет чупакабра. Но у меня дома две длинноволосые девчонки, и, как видите, на щетке волос нет. Пылесос все засасывает в себя, все уходит в пылесборник. И это говорит о том, что у него очень хорошая мощность всасывания. Возвращаюсь к зарядному блоку. Вообще история покупки данного пылесоса у нас очень интересная. За одну неделю я купил 2 робота-пылесоса подряд. У моей мамы было недавно день рождения, и мы всей семьей решили купить ей такую игрушку. Они живут в частном доме, дом большой, примерно 200 квадратных метров. Ну и с возрастом убирать такие вещи становится тяжело. Кстати, в инструкции написано, что его хватает на 250 квадратных метров. И это неправда. Чтобы убрать трехкомнатную квартиру в 65 квадратов, батарейки уходит всего лишь 30%. А на дом в 200 квадратов его не хватает. Он убирает примерно 150 квадратных метров, не хватает вот одной комнатки, и уходит автоматически на зарядку при 20% заряда. После того, как мы купили такой пылесос маме, поигрались буквально день-два дома перед тем, как подарить, мы сразу купили себе такой же, потому что это просто чудо. А у нас есть вот такой вот моющий пылесос Zelmer. И я хочу сказать, что этот робот убирает даже лучше, чем этот монстр. Что касается приложения, то здесь все достаточно просто. Это приложение Mi Home. При помощи него управляется и настраивается данный робот. Заходим в приложение, видим план нашей отсканированной квартиры, видим, что площадь чистой уборки это 33 квадратных метра. Ну, понятно, квартира вся мебелирована. 2 кнопки зарядка и уборка. И, как видите, на плане квартиры все разделено на комнаты. Также можно ставить красные зоны. Можно убирать в каждой комнате отдельно. Можем выбрать несколько комнат, нажать уборку, он уберет только их и вернется на базу. А можно убрать все за раз. Как видите, когда пылесос убирает, он строит вот такую вот карту уборки. По другим настройкам, если махнуть меню, мы видим 4 режима уборки. Мне показалось самым оптимальным медиум. И таймер, зоны, в которые нельзя заходить, настройка голоса и настройка зон, переименование их и так далее. Если зайти в меню настроек, здесь тоже нет ничего сверхъестественного. Пару разного рода настроек, удаление устройства, справка и единственное Fittings and Maintains. Вот это вот меню интересное. В нем у нас находятся расходники. Мы видим, сколько в процентах у нас осталось расходников. Нижние сенсоры — это просто протирка, сбивается. Верхние щеточки и фильтры, конечно же, желательно менять. Все эти вещи продаются на Алике и стоят достаточно недорого. Хотя у нас в Минске они стоят в 2 раза дороже, чем на Алиэкспрессе. Также прикольно наблюдать во время уборки, как робот-пылесос в приложении строит карту прямо на ходу. Он отсылает все данные на сервер, а приложение сервера уже видит, как и где он находится в реальном времени. Как видите, трехкомнатную квартиру в 65 квадратов он убирает полностью за полчаса. Вот такая вот классная штука, дорогие друзья. Повторюсь еще раз, если бы я знал, что потратив эти небольшие деньги один раз, у нас дома всегда будет чисто,
Я бы купил его себе уже давным-давно. Но, как видите, дело случая. Поэтому всем советую. Мы себе взяли Vacuum Cleaner модель 1S. Это уже переработанная и улучшенная модель одного из самых популярных пылесосов Xiaomi Vacuum Cleaner. Брали мы его в Минске по акции, но на Али он чуть дешевле. Ссылочки на сам пылесос и на расходники оставлю в описании. Так что, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание. Ну а мы продолжаем. Всем пока!